Угостил меня конфетами из Франции, мармеладные и шоколадные. Я продаюсь за конфеты. Просто чел выезжает на своем Вранглере и, поворачивая, цепляет мой бампер. Я думаю, нафига мне эти копы? Мне ехать надо, у меня съемка. И вон ночные бабочки стоят под магазином. Сишки курят. Блог я же снимаю про то, как я там фото делаю, хожу, фотографирую, вот это вот все. И я там говорю, что вот иду с Александром встречаться. Сегодня начало такое, уже из машины. Я закончил первую съемку, немножко выше Нью-Йорка, апстейт Нью-Йорк, и направляюсь на следующую, которая будет всего-то через 3 часа. У меня сегодня 4 съемки получается, 3 коротких по часу и 1 большая ночная вечеринка, там 4 часа, по-моему. А сейчас сфотографировал ребенка, фотографировали для модельного портфолио. Мамочка хочет продвигать своего сына как модель, фотографироваться там в кампейнах. И все прошло хорошо, быстро, удачно. Так что дальше у меня хедшоты, а я покажу, какие у меня тут красоты на дороге. Погоды стоят замечательные, уже 2 недели нет ни дождя, ни облачка. Листья золотые, осень золотая, все красиво. Такое редко можно встретить в Беларуси, буквально там, где клены, потому что очень много елок вокруг и сосен, а здесь очень много лиственных деревьев, и поэтому вот оно все такое желтенькое, красненькое, красивенькое, пожухлое. Короче, сижу тут в машине, разговариваю по телефону, остановился на стоянке возле магазина, и просто чел выезжает на своем Вранглере с широкими колесами и, поворачивая, цепляет мой бампер и просто едет. Я сигналю, он не останавливается. Ситуация такая, что камеру сразу не включишь, чтобы это все снять, но в итоге я выхожу, смотрю, а он мне вот тут притер тачку. Ну, то есть вот это вот у меня уже было, вот это было, то есть получается вот он здесь притер вот это вот, и вот эта вот резина, вся вот эта вот по бамперу, это вся вот от него резина, колесом вот проехался. Ну, как бы все на месте, бампер на месте стоит. Говорит, ну что, типа, давай копов вызывать. Я думаю, нафига мне эти копы? Мне ехать надо, у меня съемка, типа, что я буду с этими копами делать? Вот, я говорю, не, давай, короче, кэшем мне и езжай. Говорю, наверное, тебе не нужны проблемы с твоей страховой, у тебя, наверное, страховка вырастет. Он такой, ну да, почесал репу, говорит, сколько тебе дать, 50 баксов? Я говорю, не, давай 150. Он такой, 150 типа много. Я говорю, ну, а что тебе инкриз нужен там по страховке? Он такой, ну, типа, у меня нет 150, давай 100. Я говорю, ладно, давай 100, да, поехали. Ну, пошел, принес 100, типа, дал 100. Вот так вот, стоя на парковке, ну, типа, попал на ситуацию. Теперь нужно 100 эту потратить. Сходил, купил себе еды. Стоит моя машинка, тут грустит. Поцарапали, бедняжку. Чего мне тут не хватает после Беларуси? Скажу честно. Кулинарии не хватает. Где ты зашел, там котлетки взял. Здесь есть в Whole Foods, например, в магазинах больших есть, а вот где-то на райончике так не найдешь особо, поэтому приходится брать еду у китайцев в коробочках. Вот я взял себе покебол, перекушу, и вот в 2:30 у меня будет съемка. Поеду дальше. Приехал фотографировать хедшоты. Хотя мне там писали, что ищи себе новую работу, искусственный интеллект заберет у тебя эти хедшоты. На самом деле нет. Людям нужно фотографироваться, и все равно это гораздо проще сделать, когда тебя кто-то фотографирует, чем самому делать там 10-15 фотографий, грузить. И несмотря на то, что уже огромное количество есть каких-то ИИ-приложений, люди заказывают фотографа для хедшотов, потому что это понятно, и ты выглядишь настоящим. Картинки все еще пластиковые, и какие-то минимальные детали лица, тела, они не передают. Все равно это выглядит не настоящим. И как минимум люди не чувствуют, что это настоящая фотография. Возможно, кто-то даже себе не нравится. Что я думаю по этому поводу, я рассказал в одном из своих видео, вот его можно вот тут по ссылке посмотреть, называется «Фотография все». А это терапевт. Такая вот комната. Как в кино. Реально, да? Есть кушетка. Есть кресло. Книги. И окно. Ну и вид на деревню.
Для психотерапевта снимал всякие там фоточки, хедшоты, для того, чтобы они могли использовать ее потом в постах в Инстаграме. Она один терапевт, и у них работает еще 2 девочки в их офисе, и они расширяются немножко, да? И по этому случаю вот они наняли себе SMM-менеджера. SMM-менеджер — англоязычная девочка, которая делает им посты, карусели, видосы монтирует. На Филиппинах находится, и берет она $2000 в месяц за полный рабочий день. Вот чтобы вы понимали, да? SMM-менеджеры из Беларуси, там, России, Украины берут 400, 500, 250, 800, в зависимости от знания английского языка и от задач, которые надо. И при этом они не работают полный рабочий день. А менеджер этот находится, SMM, на Филиппинах. И на Филиппинах отличный английский язык. Если я буду брать себе человека на полный рабочий день с английским, то, наверное, я буду искать кого-то на Филиппинах. Пока что вся моя команда русскоязычная. Я думаю, скоро грядут какие-то изменения, потому что, у меня есть запрос на англоязычных сотрудников. Приехал я в Централ Парк, запарковался опять через дорогу. Иду туда снимать предложение «Руки и сердца». У нас сегодня тут немножко Хэллоуин, вижу, люди в костюмах ездят. Это не совсем центральный парк, точнее, это часть центрального парка, называется Conservatory Garden. И он находится на реконструкции немножко. Одна часть на реконструкции, вторая нет. И вот я пойду во вторую часть для того, чтобы снимать предложение. И здесь будет, прям шоу, потому что привезли собак этой девочки, они вообще из Атланты, там, по-моему, или откуда-то из Вашингтона. И, это будет для нее сюрприз, и там будут и друзья, и собаки, и предложения. Надеюсь, это будет прикольно. Где-то вот здесь вот будет предложение возле этого фонтана. Место прикольное. Смотрите, сколько тут всяких красивых цветов есть. Так, это вот моя группа поддержки парня, который здесь будет. Нужно будет вычислить парочку и снимать их. Закончил предложение снимать. Получается, он сделал предложение, такое тоже странное предложение. Он идет такой, о, смотри, собаки похожие на наших. Она такая, что? И тут он такой становится на колено, делает предложение. Как всегда, думаю, она была готова к этому, и она вроде как догадывалась. Тоже непонятно. Такое ощущение, что все вокруг все знают, просто вот делается какое-то такое предложение, публичное заявление. Сейчас я еду домой, перекантуюсь там дома часик-второй, отдохну немножко, потому что следующая съемка у меня начинается в 11:30, и она на 4 часа. И завтра утром у меня съемка начинается в 8:30 утра, то есть мне встать нужно будет опять в 7 утра, и будет 4 съемки. И ночные бабочки стоят под магазином. Сишки курят. Местами ночной Нью-Йорк, совсем скучный. Никакой тебе подсветки, никаких лампочек нету. Просто пару фонарей на перекрестке. Ну что, вот такая вот у нас будет вечериночка. Пока еще двери они не открыли, ждут, пока люди на входе начнут собираться. Такой зал, зеркала. Зеркало, которое просвечивается. Красный свет. Диджей готовится. В общем, пока что ничего сверхъестественного не наблюдается, но посмотрим, как это будет. Честно говоря, я устал, ноги подкашиваются немного, голоса нет. Странно, я разговаривал с одним человеком только, а голос реально пропал. Прошло все, достаточно хорошо, очень много людей отказывалось фотографироваться, в основном девушки. Почему? Потому что тусовка была иранцев или персов, как они себя называют, потому что, Иран не очень хорошая страна, как сказал мне один парень, и поэтому, чтобы избегать этого ты из Ирана, они некоторые себя называют персами, то есть не русские, а русскоязычные, того. И, видимо, мораль или нравственность высокая достаточно, а тут Хэллоуин, и они в таких
в таких костюмах и, видимо, вообще не хотят, чтобы это куда-то попало. Ну а так, вечеринка прикольная, мне понравилось. Вспомнил себя в 25, в 27, в 30, в 32 и в 36 я был последний раз на какой-то вечеринке вместе со своим другом Юрой. Мы были на рейве, на драм-н-бас вечеринке, и это был Минск, 2020 год. Поэтому на такой вот ноте заканчиваю сегодняшний вечер, и мне уже нужно будет вставать в 7:30 и выезжать сразу же, наверное, чтобы в 8:30 быть уже в Центральном парке и делать первую съемку семейную. И в течение дня у меня будет еще 4 съемки, включая вот эту утреннюю. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях все, что вам интересно. А и ставьте дизлайк, если не интересно. Я уже как-то это переживу. А если не интересно, то в принципе можете отписаться. Вот. Если поделитесь с друзьями, которым это видео может быть интересно, я буду очень признателен. А самое интересное, наверное, да, сколько денег мне заплатили за такую вечеринку. Если я правильно помню, то в Минске я за вечеринки получал $30 за 130 фоток. Вот здесь 12 бумажек, а там было $30. В современных реалиях заработок на фотографии и удержание своего клиента – задачи, которые невозможно решить, если все твои знания ограничены только работой с камерой, позами и светом. Если бы меня попросили описать мою работу одной фразой, то этой фразой будет и швец, и жнец, и на дуде игрец. А точнее и маркетолог, и блогер, и продажник, и только потом фотограф. В общем, коммерческого успеха фотографий добиться очень сложно, но возможно. За 3 года в США я выстроил систему, которая принесла мне 1000 фотосъемок, часть из которых ты можешь посмотреть видео на моем канале. За всеми этими фотосъемками стоит работа с рекламой, выстраивание работы с ретушерами, ведение социальных сетей и правильная коммуникация с клиентом, после которой он захочет вернуться, а не поставить 2 звезды на Google Review. Как стать шивой в фотобизнесе, чтобы успевать всегда и везде, а самое главное, делать это эффективно, чтобы зарабатывать по-настоящему. Ответы на эти вопросы ты сможешь получить на моем интенсиве. Переходи в мой телеграм-канал по ссылке в первом закрепленном комментарии, и в последнем посте ты найдешь форму для записи на интенсив. Поторопись, количество мест ограничено. И, кстати, полезно это будет не только для фотографов, но и для всех тех, кто пытается начать свой бизнес в эмиграции. Ну а если ты хочешь получить консультацию от меня, то мои контакты ты также можешь найти в описании под этим видео. Моя утренняя съемка на 8:30 отменилась. Там что-то произошло у женщины, и семейную съемку отменили. Вот я на час больше поспал, и сейчас еду, смотрю свое видео на YouTube-канале «Дома посмотришь», смотрю, как оно получилось, и еду на следующую съемку, которая будет в музее в 10 часов. Пока что мы еще гуляем по музею, уже несколько раз подошли и сказали: ой, мне кажется, вы тут не можете снимать, мне нужно вызвать охрану. Хотя на самом деле вокруг ходят фотографы и все фотографируют. Сейчас поснимали в музее внутри, в 2 залах, в 3 залах: в египетском и в американском, и немножко на лестницах, и еще выйду на улицу, немножко подсниму, на ступеньках там пройдемся, пока есть силы. А так за час на самом деле тут немного можно успеть. Ну а так красота в Мэт. Надо как-нибудь сходить, показать вам, наверное, что здесь происходит и что здесь можно посмотреть. Экспонатов огромное количество. Отснял съемку. Такое ощущение, как будто бы я как с Бодуна, да, после этих ночных движух снял. Да. Следующая съемка в 3. Сейчас встречусь с Александром. И он здесь рядышком живет. Попьем с ним чаю. Может быть, позавтракаем вместе. И потом поеду в 3 в Дамбо. Вот прикольно, когда есть друзья на райончике. Да, блог я же снимаю про то, как я там фото делаю, хожу, фотографирую, вот это вот все. И я там говорю, что вот иду с Александром встречаться. А я говорю, что я иду встречаться с Женей. Да. Александр посмотрел мое видео, в котором я рассказываю про то, что ненавижу Нью-Йорк, и собрался уже уезжать назад в Чикаго, и уже через неделю, по-моему, улетает. Так я уже даже и выложил свою... Не выложил, я записал сразу по горячим следам то, что Женя говорил, и выложу, может, завтра или сегодня. Свое мнение по этому поводу? И я прикалывался там
И даже оставил комментарий, что я уже готов уезжать. Ну, тебе нравится здесь жить, да? Ну, конечно, нравится. Посмотри, это парк Авеню. Какая красота вот там. Смотри, я живу один блок отсюда, на Мэдисон. Спокойно, красиво, комфортно. Шум есть, но не сумасшедший шум. Видео про то, почему я ненавижу Нью-Йорк, можно посмотреть вот здесь по ссылочке. Так что смотрите и комментируйте, что думаете по этому поводу. Я записал видео, и Женя тоже скинет ссылочку, где я люблю Нью-Йорк. И скоро его выложу тоже. Да, смотрите по ссылке в описании тогда. Александр угостил меня конфетами из Франции, мармеладные и шоколадные. Знает, как подкупить меня, а? Это плата за то, что я рекламирую его канал. Вот такие у нас договоренности. Я продаюсь за конфеты. Что-то 4К, 24 кадра. Ай-яй-яй. Ну ладно, ничего страшного. Дальше я уже еду фотографировать предложение руки и сердца. Это будет на променаде, практически в Дамбо, в Бруклине. Надо туда скорее ехать, машину запарковать, чтобы не стоять, не ждать там потом. И потом еще одно предложение. Честно говоря, такое настроение у меня сегодня, что снимать вообще не хочется. Одно и то же по кругу гоняю. Устал, хочется что-то большого и интересного. Ну или жду, когда мне YouTube начнет приносить по 40 тысяч в месяц. Вообще расслаблюсь и начну заниматься другими проектами, которые приносить будут по 100 тысяч в месяц. Ну что, я уже приехал на другое место. Это Бруклин Хайтс называется. Район такой достаточно модный, на берегу Ист-Ривер находится, либо залива, не знаю, как тут правильно. И сейчас иду снимать предложение. Вот в таких холодильниках в нормальных районах люди оставляют еду для тех, кто нуждается, да, то, что они, например, сами съесть не могут. Зачастую там лежит хлеб, яблоки. Вот женщина только что клала туда яблоки. Какие-то не скоропортящиеся продукты, которые можно съесть. Да, и у нас тут еще сезон Хэллоуина все еще, да, то есть вы-то уже смотрите, может быть, и в январе это видео, но я-то это снимаю в октябре. Еще глазки светятся. Отправлю Александру этот прикол. Микрофон сел, но я попробую говорить громко и внятно, чтобы меня было слышно. В общем, с парой закончил, они немножко стесняшки были. Кстати, эта пара, я фотографировал у них корпоратив в их компании, да, и они вместе там работают, там и познакомились. Просили меня, как бы, блин, давай там типа без поз, поэтому был полностью candid photoshoot. То есть они там ходили, сидели, кофе пили, вот, и я думаю, что, ну, будет красиво. Мне понравилось. Сейчас забираю машину и еду на другое предложение руки и сердца. Женю людей, можно сказать. Супер навороченный пропозал, потому что у нас будет видеооператор и будет еще скрипачка. Всех нанял, практически организовал предложение руки и сердца. Скрипачку взял с прошлых предложений, как-то взял контакт, она подписалась на меня в Инстаграм, и вот, в принципе, я на нее так вышел. Берет вообще немного. Обзванивали там других, берут по $500, а она берет 200. У нее английский не очень хороший. Китаянка, зовут Ниши. Так что, если вам нужен в Нью-Йорке скрипач на праздник, напишите мне, дам контакт. Выгодные скрипачки. Это Лонг-Айленд-Сити. Здесь уже должен быть видеограф. Лонг-Айленд-Сити. Блин, такая красивая осень, а? И здесь вот есть эти старые пирсы, где можно гулять, и смотровые площадки. Это называется Midtown Manhattan Viewpoint, по-моему, так. Типа смотровая площадка на Midtown Манхэттена. Hello. Короче, я взял
Ну что, закончили фотосъемку, и вот смотрите, красивый закат над городом. И пара была такая тяжеловатая, но они вообще справились, они молодцы, все сделали круто, и предложение сделали круто. Понятно, что парень не очень нервничал, переживал, но получилось все отлично. Да, вот здесь вот за мной такой Сайн Pepsi огромный. Это культовое такое место, iconic place. Сюда не все туристы доезжают. Это, наверное, одно из нетуристических мест, которое достаточно такое приятное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку вы найдете в первом закрепленном комментарии. Там я пишу какие-то интересные факты из своей жизни, из работы и вообще немножко того, что не входит в видеорепортажи. Так, тут неожиданный поворот сюжета. Многие спрашивают, а что ты делаешь, когда ничего не фотографируешь? Вот я сегодня вечером иду на мероприятие, которое делает Adobe, компания, которая делает Photoshop, Lightroom и все остальное, и Firefly, да, вот это вот с ИИ. В общем, они проводят ивенты периодически и приглашают туда тех, кто пользуется официальным софтом. И вот в Нью-Йорке одно из крупнейших таких мероприятий, я уже иду не на первое, а на второе. На первом они показывали, как пользоваться Firefly и какие возможности у него есть. Что происходит? А сегодня я покажу вам, как проходит это мероприятие, что там внутри есть, какие активности. Это, кстати, не реклама, это просто я рассказываю, как это происходит. Так что, если никогда не были, то вместе сегодня сходим, и я вам все покажу. Место это такое очень бизи. Здесь рядом вокзал находится, станция, Таймс-сквер. То есть здесь очень много людей, и туристов, и не туристов, и тех, кто едут в Нью-Джерси. И рядом, по-моему, находится Мэдисон Сквер Гарден. И там всякие спортивные мероприятия и концерты проходят. Поэтому людей очень много здесь кругом. А здесь у нас мероприятие проходит. Мы идем вовнутрь. Я не только сам хожу, но и зову туда своих друзей, чтобы они тоже смотрели за новыми технологиями и изучали. Хотя Игорь не пользуется Lightroom, он пользуется Капчой, вот, но уже второй раз ходит со мной на эти мероприятия, потому что пользуется фотошопом. Здесь у нас есть большой зал, где все это и будет происходить презентация. Но сегодня еды нет вообще, только алкоголь. В прошлый раз было очень много еды, когда они презентовали Firefly. А, нет, это waiting room. Ага, значит, холл будет вверху. Вот здесь вот из-за развлечений у нас фотобудка есть. Смотрите, как выглядит фотобудка. Все очень простое. На аккумуляторе работает, с планшетом и фон. Достаточно прикольный. Ну и собирается очень просто. Здесь буквочка А стоит. Это у нас Adobe. Их логотип. Это Lightroom Team. Здесь с ними можно, видимо, пообщаться. Ажиотаж очень большой вокруг этой точки. Здесь можно увидеть много разных фотографов с абсолютно разными камерами. Ну, вот, в принципе, и все. В общем, в прошлый раз мы с Игорем были на подобном мероприятии, и что ты думаешь? В этот раз что тут? Ну, это провал, откровенно провал. Вот у Adobe закончились идеи, им нечего презентовать, поэтому здесь все плохо. Еды нет, один алкоголь, что с ним делать? Вот вообще непонятно. В остальном пока что не знаем, что здесь смотреть. Ну, короче, в прошлый раз была презентация Firefly. Они показывали, как им пользоваться и как легко делать всякие прикольные штуки. Сегодня чисто тема по Photoshop и Lightroom. И, видимо, они будут показывать, как пользоваться и Photoshop, и Lightroom, а именно ИИ. Посмотрим, может быть, у них что-то прорывное, хотя я не уверен в этом. Судя по объему мероприятия, прорывного, наверное, немного. А как тебе фотографы, которые здесь тусуются с камерами? Что ты думаешь? Они конкуренты? прекрасны. Мне больше всех нравятся чуваки, у которых большой пузо, и на них такая леечка. Лейка — это такой маленький фотоаппарат. Ну вот, а мы еще тут как блогеры стоим с тобой, вещаем. Нас уже снимают, потом будем смотреть в отчетах. А вот человек с лейкой, да? Но он без пуза, это так не работает.
На самом деле мест достаточно мало, хоть кажется, что их много, но полностью забито, и нас тут трое, и пришлось идти в первый ряд и подвинуть немножко мужчину, который был не очень разговорчив и не очень рад был тому, что мы сюда пришли. Вот. А так людей очень много. В Нью-Йорке, в принципе, очень много фотографов, поэтому даже не удивительно, что так много людей пришло посмотреть, что же Adobe нам расскажет и покажет. В общем, презентация прошла. Они сказали, что они впервые делали ивент для фотографов. Вначале выступил чувак, который рассказал про новинки Lightroom и Photoshop, но эти новинки вы все давным-давно уже смогли посмотреть в Photoshop и в интернете после того, как они их только дропнули. А я говорил. А второй чувак, ну, как бы прикольный фотограф, которого там 460 тысяч в инсте, и он делает прикольные проекты. И все, 1,5 часа пролетели незаметно. И принесли, кажется, что это не еда, но это вот суп в баночках пластмассовых и хумус с печенькой. В Америке только и разговоров, что про еду. На самом деле я удивлен, какое количество людей стоит в очереди для того, чтобы сфотографироваться на фотобудке. И я очень хочу протестировать фотобудку, потому что в прошлый раз была очень плохая, и фотографии были очень плохие. Интересно, исправились ли они? Ну, судя по всему, да. Фотки выглядят нормально, но они их не печатают. Ты можешь себе отправить на почту. Настя, отправь себе. В общем, все. На сегодня я заканчиваю. Можно идти домой, потому что больше ничего интересного здесь не происходит. Наверное, стоило бы познакомиться с какими-то новыми фотографами, пообщаться, обсудить Lightroom и Photoshop. Но, честно говоря, мне не очень хочется и не очень интересно. Потому что для меня фотография немножко другое все-таки. Больше про заработок. Я не знаю, наверное, здесь люди больше про творчество. Хотелось бы, наверное, заниматься больше творчеством, но пока что у меня нету такой возможности. Нужно зарабатывать деньги, выходить на какой-то другой уровень. Поэтому все.